Я переехал в другую страну, мне нужны деньги, а на заводе работать как-то не хочу, так что нужно сделать какую-нибудь свою хайповую игру, заработать свой $1 миллион и спокойно себе пойти париться в финскую сауну. Но давайте все-таки изучим рынок. Так, что там сейчас популярно? Френдсвопы, квота хорроры, да, это то, что нам нужно. Правда, я совсем не умею писать мультиплеер, процедурную генерацию, voice-чат. Я, в принципе, вообще ничего писать не умею. Но это все такое, для начала нам нужна крутая идея. Например, вы группа упоротых работников, застрявших в глубинах научного комплекса, и единственное, что у вас есть, это вагонетка, которая вас может отсюда вывести. Уже звучит интригующе, не так ли? Геймплей, значит, будет в том, что вам нужно будет ездить на этой вагонетке, останавливаться на разных станциях, лутать их и поддерживать вагонетку в рабочем состоянии, а в тоннелях на вас будут нападать тонны монстров, и вы от них будете круто отстреливаться из пулеметов. Из пулемета... В принципе, нельзя отстреливаться, не круто. Ну и естественно, весь комплекс полностью процедурно генерируемый, из-за чего каждый раз у вас будет новое путешествие. Звучит шикарно, знаю, ребята, но все это добро нужно еще реализовать. Я ничего не умею писать в мультиплеере. Мне страшно, у меня лапки. Но, как говорится, глаза боятся, а руки, ну вы поняли. Но помимо всех технических деталей, в таких играх очень сильно решает визуал, ну и, конечно же, смешнявый главный персонаж. Так что перед тем, как продолжить мою работу, я договорился с Илюхой за баночку монстра, что он сделает игрового персонажа для этой игры. Вот, и то, что у него получится, вы обязательно увидите в конце этого видео. Ну а теперь к моей работе. Начнем с базы. Нужно сделать так, чтобы игроки могли создавать сервер и подключаться друг к другу через Steam. Так что давайте загуглим, как все это сделать. Ага, C++, никакого C++, я люблю Print Enjoy, C++ для задротов. Да, так что просто находим плагин, который нам поможет. Ага, 6500 гривен, тяжело. А может лучше все-таки C++? Нет, не лучше. Короче, я понял, что я не настолько гигачат, чтобы вывести морально в этом всем разобраться, так что придется в этом месяце немного поголодать, благо я работаю не один, так что голодать будем вместе, в случае чего схаваем Саню, да, Саня? Да. Все. Короче, с болью в сердце и пустыми желудками покупаем плагин и начинаем работу. С ним все пошло в разы легче. Буквально полчаса почитав документацию, я смог все настроить, и теперь к моему серваку могут подключаться игроки. Это определенно того стоило. Так по идее самое сложное ведь закончено? Как бы не так. Игра у нас планируется с хоррорными элементами, так что в такую игру отлично бы вписался voice-чат, который бы как-то реагировал на окружение. Опять гуглим. Ну тут вроде все не так сложно, в Unreal есть встроенный в движок компонент, который позволяет это все реализовать, так что немного потягаем лапшу за уши и пробуем. Колеса не слышно? Да, результат не лучший, но оно хотя бы работает, и на него даже можно эффекты наложить. Я думаю, что для прототипа более чем достаточно, так что пока с voice-чатом закончим и приступим к процедурной генерации комплекса. Это то, над чем мне пришлось хорошенько так наэкспериментироваться. Сначала снова же процедурка по гайду на ютубе, потом добавление своих фишек, создание лютых мегаструктур, косплей скринсейвера Windows XP, ну и много чего другого, так что давайте я вам лучше сразу покажу финальный вариант. Но перед этим нужно рассказать про другую, крайне важную механику нашей игры, а именно вагонетку. Да, пока что она выглядит не очень презентабельно, но главное, что работает. Разгон мы решили сделать через простую мини-игру, чтобы веселее было, и в целом все работает. Сделал я это супер быстро, буквально за вечер, но есть нюанс. Я совсем забыл, что игру я делаю в мультиплеере, и это все должно синхронизироваться на всех клиентах. Для тех, кто не в теме, объясню на пальцах, как работает мультиплеер. Представим, что у нас два игрока запустили игру. Один создает сервер, а другой к нему подключается. Соответственно, у нас есть два, по сути, разных мира, но нам нужно их синхронизировать с помощью кода, чтобы все выглядело так, будто мы находимся на одной карте. То есть, если, допустим, один из игроков подвинулся у себя в мире, это уже должно отправиться на сервер и синхронизироваться с мирами всех остальных игроков, чтобы все выглядело правильно. На словах несложно, а на деле, пока научишься это писать, разберешься в этом, словишь лютую депрессию и уже смиришься с тем, что завод не худший вариант.
убрать порочные мысли. Единственный завод, на котором мне нужно сконцентрироваться, это завод Project. Да, именно такое название имеет наш проект, не спрашивайте почему. Так вот, вы готовы увидеть финальный на данный момент вариант генерации нашего данжа? Так узрите же, с виду мы спокойно себе едем на вагонетке, но если поднимемся немного повыше, поймем, что двигаемся вовсе не мы, а двигается весь комплекс, а мы на самом деле стоим на месте. Сделано это для того, чтобы, тупо приятнее все выглядело, виджеты там не теребились, и все в этом духе. Плюс я сделал так, что когда за нами открывается шлюз, предыдущая часть комплекса удаляется, а новая генерируется. Оптимизация, детка. Единственный минус, что из-за такой схемы мне пришлось отказаться от того, чтобы в тоннелях были повороты. Так что придется как-то выкручиваться из этой ситуации, делая тоннели более разнообразными и наполненными, чтобы это не так бросалось в глаза. А теперь, как и обещал, показываю вам, что за то время, пока я мучился, сделал Илюха. Не, тут без шансов, ребята, просто. Игра с таким главным героем как минимум обречена на успех. Какие грациозные движения исполняет эта сарделька. В общем, я крайне доволен главным персонажем, но крайне недоволен тем, сколько мне еще тут работать придется. Так что, чтобы наблюдать за моими страданиями дальше, подписывайтесь, чё вы.